Политзеки Путина. Это 56-летний Олег Третьяков, известный как блогер из Перми. В Инстаграм он сам себя называет «диссидент из Мордора». Олега как нельзя лучше характеризует фраза «простой мужик». Такой свой в доску батя, может и матом ругнуться, и власти отчитать за их бестолковую работу и байки житейские потравить. Это Дзержинский. Его убирали, когда совок развился, Пнули его, когда нынешнего президента избрали президентом. Тогда я еще понял, что нам пи***да. Олег зарабатывает на жизнь отделкой квартир. Любит свой край, любит парашютный спорт, походы, мотоциклы, путешествует по самым отдаленным уголкам Пермского края. Катается по России и все снимает на камеру. В 2016 году Олег завел YouTube-канал. Сначала он просто публикует видео под музыку. Его любимое увлечение – прыжки с парашютом. Облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки. Потом появляются первые короткие разговорные видео из путешествий. Речка Мулянка под Трансибом. Попробуем переправиться. Вот такая вот фигня. Через какое-то время Олег устанавливает простенький видеоредактор Movavi и пробует свои силы в монтаже. Он делится с подписчиками влогами с мотопутешествий, критикует власти, просто размышляет на камеру. Вот, например, у него есть видео с митинга в поддержку Навального в Питере. Свободу борить заключенным! Свободу борить заключенным! Свободу борить заключенным! Похоже на это. Ахтунг, русские, сдавайтесь, блядь. Суки. Потихоньку начали выдавливать народ от Дворцовой к Сенатской, Пойдем к Сенатской. Все перекрыто, буквально все. Со щитами идут менты. Пиздить будут скоро. Мирных людей. В течение первых 5 лет ролики Олега не набирали много просмотров – 200, 300, иногда 1000. Но все изменилось в период пандемии. Тогда один из его роликов «Пермь хроники зомбоапокалипсиса» набирает 30 тысяч просмотров. Там Олег костерит пермские власти, проезжая по опустевшей улице Ленина на мотоцикле, а затем вступает в полемику с тормознувшим его гаишником с говорящей фамилией Колупаев. Город вымер, как будто, как в фильме «Легенда». Бабкам похуй, без масок ходят там вообще насрать. Тут тебе и проституция новая, блядь. И эти проститутки в мантиях там, блядь. Можно несколько раз обнулили, блядь. Тут и доллар ебнулся, пиздец, и нефть упала, вообще трэш полный. Как жить, вообще ничего не понятно. Одинокие менты стоят. Здравствуйте, ПЛДП, старший лейтенант Колупаев, документы ваши. Граждане, просим вас оставаться дома. Соблюдать введенный режим самоизоляции. Разрешение. Ну что? Знаете, какой штраф вот завтрашнего дня? А за что? За нахождение без разрешения. Вы находиться должны дома, либо с места работы взять А кто меня кормить будет? Либо с места работы взять справку, что Нет, смотрите, вы... я самозанятый, я вот занимаюсь там, допустим, отделкой квартир. Ну? У меня там никого нету, я там приехал, один там сижу, ни с кем не общаюсь, не контактирую. Ну, передвигаетесь не по космосу, правильно? Ну, правильно. Я вот приехал, уехал, допустим. Мне как быть-то? Кто мне С кормить-то завтрашнего будет? дня будет штраф от 15 до 40. Харизматичный пермяк с характерным прикамским говором и веселым нравом нравится подписчикам за искренность, открытость и простоту. Колян Наумов 2.0, только постарше, помудрее и неватный. Наконец-то я забрался внутрь этого Дворца культуры в Шумихинском. Там очень эпично и так круто. Пиздец просто. То есть настоящий меня. Третьякова смотрят в самых разных уголках страны и даже за рубежом. Так Олег обретает пусть небольшую, но популярность. Канал Третьякова растет. И вот февраль 22-го. Россия вторгается в Украину. Начинается полномасштабная война. За день до вторжения Олег публикует знаменитый лозунг группы «Тату» «Хуй войне». Тогда многие люди не боялись открыто высказываться против войны и публиковали эту фразу. Еще не было знаменитого закона о фейках и дискредитации. Я тоже опубликовала ее за день до войны.
24 февраля Олег, как и многие из нас, шокирован происходящим. Он снова публикует картинку в поддержку Украины и занимает четкую антивоенную позицию. Блогер продолжает путешествовать по краю, публикует видео на YouTube и постит контент в поддержку Украины в своем Instagram, но уже с оглядкой на силовиков, которые развернули настоящую охоту на антивоенных россиян. Так и манится то проехать прямо на мотике по такой дорожке. Воспоминания, как в детстве в деревне на великах катались. Вот именно по таким дорожкам. Велосипед и погнали вперед на речку купаться. Осень 22-го. Мобилизация. Для Олега это становится последней каплей. Опасаясь преследования и отправки на войну, он покидает Россию. Потом началась мобилизация. Накопил долларов немножко, я там 710. Взял с собой 2 банки тушенки и уехал. Потому что невозможно было дальше терпеть. Побег из Мордора. Вокзал Пермь 2. В Мордоре я физически не могу. Граница. Это Казахстан, город Петропавловск, короче. Проверили паспорта, поставили выездные штампики, как бы, да. Особо не проверяли, но одного замели, как бы. Приехали в Астану. Сейчас будем искать какой-нибудь хостел или что-нибудь подобное. Но сперва надо что-нибудь сожрать. Олег не планирует долго оставаться в Казахстане. Он хочет перебраться на ПМЖ в США. С собой у него пара банок тушенки, немного накопленных долларов и загранпаспорт. Да, хотел тут как бы, потусоваться, немножко денег подзаработать, ехать в Америку. Но мне тут понравилось. Так, что просто я раздумал ехать в Америку. 7 октября 2022 года день рождения так называемого президента Путина. Олег в свойственной ему манере пишет пост в Инстаграме, прикрепляя видео с горящим Крымским мостом и сопровождая подписью «С днюхой плешивый пидорас». Я вчера выложил подарок одному человеку. Мост там у него подожгли, как бы, да. В комментариях пишут: а как ты относишься? Такие провокационные вопросы. Как ты относишься к северным территориям Казахстана, там, чей Крым и так далее? Если я тут нахожусь в Астане, то понятно, чей северный Казахстан и чей Крым. А у меня родственники живут в Украине, в Жмеринке. Я ездил в Крым на мотоцикле, как бы, да. YouTube не даст солгать. Там есть видео, где я еду через мост и говорю: Крым — это Украина. Ну, Крым, конечно, все понимают, чей Крым. Вот. Я его посещаю чисто из-за того, что там очень красиво, очень круто. А так, конечно, слава Украине. Неподдельная искренность казахов, стремление помочь украинцам и даже россиянам, бежавшим от мобилизации, покорили Олега. Он влюбился в страну, которая приняла его и буквально спасла. Он восхищается смелостью казахов, которые в январе 22-го устроили уличные погромы против повышения цен на газ. Казахи терпеть не будут. Они выходят и требуют. Они выполняют свою гражданскую позицию, выражают, скажем так. Они сродни украинцам. То есть они в том году им подняли цену на газ, они взяли и вышли. И сейчас у них газ, цена, и бензин такой дешевый, все дешевое, потому что они не терпят, как в России. Тут народ позитивный, никто не думает о войне, все переживают за Украину, но и за русских тоже, за россиян, что они дебилы оболваненные, как бы, да. Здесь мирно, уютно, безопасно. Русский язык не ущемляет. Вот. И спасать тут не надо никого. Так Олег меняет планы и решает остаться в Казахстане. Там, где можно спокойно носить вышиванку и желто-синий браслетик, где за слова и мысли тебя не отправят за решетку. Вот смотрите. Видите? И вот. Я хожу ежедневно и не устаю удивляться. Не то, что не устаю, я в предвкушении новых чудных открытий, как бы, да. Я как естественный испытатель вот, в незнакомой какой-то планете, там, да, в другой цивилизации. Вот хожу и смотрю, и просто поражаюсь, вот, этой красоте. Там все строится, то есть город растет и будет процветает, и будет процветать еще более. И я тоже в этом принимаю маленькое свое участие, и свою руку приложу к процветанию вашей столицы, вашего чудесного города. Третьяков легализуется, устраивается на работу, как и в Перми занимается отделкой квартир, а потом и сам открывает небольшой частный бизнес с теми же услугами и нанимает на работу только антивоенных россиян. И здесь, в Казахстане, вот у меня в моей компании работают все россияне, все релоканты именно от войны. И все знают, чей Крым, и, адекватные люди, как бы, да. У меня проверочный вопрос при приеме на работу.
Чей Крым? Ну, как бы так, ненавязчиво я спрашиваю, выясняю. Олег продолжает заниматься любимым делом, ведет блог на YouTube, катается по степям Казахстана. Он в полном восторге от этой страны. После многих лет самоцензуры у него наконец-то есть возможность сказать все, что он думает. Меня посадили бы за мои комментарии, за мои отношения, прям без вариантов. Поэтому я взял и уехал. Тяжело, но интересно. Вот реально я просыпался, у меня глаз дергался, как у осла. Знаете, в кино Шрек? Вот так вот. По приезду сюда у меня глаз дергаться перестал. И какое-то более-менее как-то душа более-менее успокоилась. Олег иногда собирает гумпомощь для украинцев. Все так же публикует антивоенные посты в Инстаграм. Салем Курбандастар. Вот денег насобирали мы. И с посольства дали список, что надо купить. Как бы теплые вещи, там, зарядное устройство. Парень с России, имя не буду говорить, послал 5500 рублей через Абу-Даби, короче. Это получается 25 тысяч тенге где-то. Вот. И я свои добавил еще 25 тысяч тенге. Ну, короче, добавил. Так что сейчас мы едем в посольство, отвезем это все. Героям слава! Слава Украине! В начале 23 года у меня появляется идея сделать фильм про антивоенных пермяков, которые остались в крае или уехали из России. Мы делаем объявление в канале о поиске героев. Нам пишут люди, и необходимое количество участников набирается довольно быстро. Но в последний момент одна девушка отказывается от участия, и тогда знакомые присылают мне ссылку на канал Олега. К тому моменту известность Олега достигает своего пика. Блогеры уже знают и любят не только пермяки, но и казахи. Сегодня телекомпания КТК сделала интервью со мной. Так что смотрите. Третьяков как раз из тех, кто приехал в Казахстан совсем недавно и буквально окунулся в процесс изучения языка и традиций с головой. Вначале Казахстан должен был стать для него перевалочным пунктом, но погостив в столице, его планы изменились, и Олег решил остаться в нашей стране навсегда. Мне надо знать менталитет, культуру граждан страны, в которую я приехал, да, которая мне понравилась с первого взгляда, как бы вот. И вот я тихонько мне подсказали, по какому методу учить язык. Вот это смотивировало, то в стране надо знать. Все равно, хотя бы базовые какие-то слова. Олег не только живет и работает в Казахстане, но и ведет YouTube-канал, где рассказывает о своих впечатлениях и о культуре казахского народа. При этом от раза к разу в своих видеороликах он старается использовать все больше казахских слов. Конечно, Олег тот, кто нам нужен, и я, не раздумывая, пишу ему. Весной 23 года Олег становится участником нашего документального фильма «Не за горами». Отрывки из фильма вы видели ранее. Один из моих любимых отрывков с Олегом как нельзя лучше описывает жизнь России при диктатуре. Его я вставила в пролог фильма. И вот единственное, что меня охватило такое чувство разочарования глубокого, когда я поняла, что из моих коллег, да, одногруппников, вообще все, кто вот, да, против, они не выражали это в соцсетях. Вообще. Мне вообще не нравится, когда говорят, что войну поддерживают в основном пенсионеры. Ко мне подошли два подростка. Один из них был одет в футболку с портретом Путина. Они мне сказали, но ведь это Украина напала на Россию. У меня знакомый в Одессе, он основной майор или подполковник, то он сказал, я не пойду стрелять в русских, это же свои. А русские почему-то в украинцев стреляют. Когда началась мобилизация, мы за 2 часа собрались, купили билеты и рванули в Казахстан. Мы приехали в Астану поздней ночью без сим-карт, без карт местного банка и просто шли по улицам в поисках гостиницы или какого-то ночлега. Нам помог прохожий казах, который просто шел по своим делам, а потом группа казахов купила несколько пакетов продуктов. Ездил я попрощаться перед отъездом в Соликамск, родной город, с братом и с родственниками. И все меня прокляли и пожелали меня повесить как предателя на виселицу, как бы, да. Ну, то есть вот такая тема. Где-то с середины 23 года Олег перестал выходить на связь. Спустя несколько месяцев молчания в январе 24 года Олег выкладывает видео на своем YouTube-канале. Люди не верят своим глазам. Олег в России, в Питере, ходит по Эрмитажу. Но это какой-то абсурд, пишут комментаторы. В названии видео Олег отмечает, что оно из архива, то есть снято давно. Подписчики не верят и продолжают задавать вопросы. Привет. Вот Невский проспект. Вот Александрский сад от Адмиралтейства. И вот. Сейчас мы идем в Эрмитаж.
Олег, ну какое же это видео из архива, если у тебя на толстовке написано «Журтым Баласе»? Ремарка. «Журтым Баласе» в переводе с казахского означает «дитя степи». Ну ты же только в 22 году осенью узнал Казахстан. Ну ты даешь тоже. К чему ты нас дезинформируешь? Согласен, футболка новая из Казахстана. Значит, врет Олежа. А почему? Потому что. Олег, что случилось с вами? Отзовитесь, пожалуйста. Кто за вас выкладывает старые видео? Мне не интересны старые видео. Открыли, чтобы написать вам. 9 месяцев назад Олег говорил, что в Мордор никогда и ни за что. Но, как говорится, не зарекайтесь. Олег, где вы сейчас? С вами все в порядке? Мы переживали, ваши зрители из Казахстана. Если вы вернулись к себе, желаем вам удачи. Берегите себя. Из архива видео или нет, мы так и не узнаем. В январе того же года Олег публикует еще один короткий шортс про Казахстан и снова пропадает. Историю с опубликованным якобы из архива видео я услышала уже весной 24-го от знакомых. Они рассказали мне, что Третьяков пропал. Я написала ему в мае 24-го, пригласила на премьеру фильма. Он снова не ответил. Я почему-то думала, что он намеренно никому не отвечает. Может, депрессия. Может, он все же решился на переезд в США. Версии у меня были разные. Поскольку мы неоднократно обсуждали с Олегом его участие в фильме и готовность сниматься именно с открытым лицом, и за год он не написал мне, что хочет что-то поменять, фильм был опубликован. Впрочем, ничего такого, чего бы не было на его YouTube-канале или в Instagram, Олег в нашем фильме не упомянул. Та же критика власти и четкая антивоенная позиция. К лету 24-го Олега хватились уже многие. Люди продолжали писать под его последними роликами. Где Олег, куда он пропал? Поползли слухи, что он все же вернулся в Россию. Но зачем? Я снова и снова прокручивала в голове его монолог, вспоминала то, как он был влюблен в Казахстан и отгоняла от себя плохие мысли. Новая информация об Олеге появилась 2 месяца назад. Из публикации «Медиазона» мы узнали, что Олег в СИЗО города Екатеринбург. Как, зачем, почему и для чего он вернулся? Никто из нас не понимал. Вскоре под последним из роликов на канале Олега появились комментарии его дочери. Папу посадили. Поддержка терроризма. Он въехал в Россию. А вот еще один комментарий от нее же. Звонил, сидит в СИЗО Екатеринбурга. Я заболела, приехал помогать. А вот другой комментатор пишет. Почти год Олег Викторович в СИЗО находится. Зря в Россию поехал после такой публичной поддержки Украины. Видимо, очень надо было. Рискнул и попал. Как выяснилось, на момент выхода нашего документального фильма Олег уже почти год был в СИЗО. Он въехал в Россию, чтобы помочь больной дочери. Комментатор выше оказался прав. Олегу очень надо было вернуться в Россию. Он рискнул, и, к сожалению, риск не оправдался. Других подробностей его возвращения мы, к сожалению, не знаем, кроме одной. Олег получил уголовку за то самое поздравление Путина с днем рождения. Конечно, и без этого поста у него хватало контента, который тянул на тюремный срок, но силовикам нужен был любой формальный повод. Олегу Третьякову дали 6 лет колонии общего режима. Официально его обвиняют в оправдании терроризма. Когда мы уже готовили этот ролик, появилась информация о том, что Олега убили его сокамерники в СИЗО. Мы тут же принялись проверять и искать информацию об этом, и через свои источники выяснили, что с Олегом, к счастью, все в порядке, он жив и здоров, а информация просто идиотский вброс. Мы призываем вас написать Олегу письмо, чтобы он знал, что на воле его ждут и поддерживают. Заключенным очень важно получать информацию извне, чтобы не находиться в информационном вакууме. Расскажите ему о себе, расскажите о событиях в мире, напишите, что сейчас происходит на YouTube, какие новые мемы появились. Важно избегать острых политических тем, критики власти или завуалированных высказываний. Проверяющие цензоры вычеркнут это или вовсе не доставят письмо Олегу. Инструкцию о том, как правильно писать письма политзаключенным, мы прикрепим в описании к видео. Адрес, где сидит Олег, будет там же. История Олега – это напоминание всем уехавшим. Нельзя ни при каких обстоятельствах возвращаться в Россию, если вы публично высказывались против путинской власти и войны. Сейчас это не правовое государство. Это большая бандитская группировка, которая захватила власть, начала преступную войну против Украины и адаптировала законы под себя. Они легко посадят вас на 5, 10, 15 лет и даже 20 за неправильные слова. Законы не защитят вас, они защитят их. Массовые репрессии – это не новостные заголовки, это реальность. Поймите, вы ничем не поможете своим близким из-за решетки. Вы сможете сделать больше, не находясь в России, через друзей, знакомых, правозащитников и волонтеров. Да, это сложно принять. Все человеческое противится тому, чтобы просто сидеть сложа руки, а не рваться помочь близкому. Но, во-первых, вы будете сидеть сложа руки в буквальном смысле, если вернетесь в Россию.
Во-вторых, действовать можно и нужно через третьих лиц. Для этого можно оформить гендоверенность на своего близкого друга или знакомого, которому ничего не угрожает в России. Многие россияне оппозиционных взглядов, находящиеся за рубежом, так и делают. Многие помогают родственникам финансово, продавая валюту, покупая рубли и отправляя деньги через третьих лиц или через крипту. Любой способ помощи лучше, чем возвращаться в Россию прямо в лапы путинских упырей. С вами был канал Пермь 36,6. Свободу Олегу Третьякову и всем политзаключенным. Так что вот, еще раз. Слава Казахстану, слава Украине. Все, пока.